Good morning, and thank you very much for giving us the opportunity today to be in this very creative location here and invite a lot of our customers and prospects to this day today. Всем доброе утро и большое спасибо за то, что пригласили нас для выступления в этом креативном пространстве. Очень рад видеть многих из наших нынешних клиентов и, возможно, будущих. I want to use the next 10-15 minutes to introduce a little bit Qlik to you, but also introduce to you where Qlik is going and what drives our development efforts. У меня есть буквально 10-15 минут, которые я хотел бы посвятить тому, что рассказать вам о том, что такое Qlik и как мы развиваемся, что является движущей силой для нашего развития. My name is Wольfgang Kёбek. I'm in charge of the European, Middle East, African region for Qlik, and I've been with the company for almost 10 years now. Меня зовут Вольфганг Кёбек, я являюсь старшим вице-президентом компании Qlik, отвечаю за несколько регионов мира, в том числе Ближний Восток и Европу, и работаю в компании Qlik вот уже 10 лет. Qlik was founded in 1993 in Sweden and moved to the US in the early 2000s. Компания Qlik была основана в 1993 году в Швеции, а в начале 2000-х годов переехала в Соединенные Штаты Америки. We have over 48,000 customers by now, and you would find Qlik solutions in over 100 countries in the world. У нас более 48 тысяч клиентов, и наше решение Qlik вы можете найти в десятках тысяч компаний мира. And what we're particularly proud of is that we've been in the Gartner Magic Quadrants for 8 years in a row now in the leader quadrant. И то, чем мы гордимся, это то, что мы находимся в так называемом магическом квадранте Гартнера вот уже 8 лет подряд, а наше решение используется в более чем 100 странах мира. A little bit about our customers. Qlik's philosophy and culture is that we are a very customer-centric organization. Несколько слов о наших клиентах. Наша философия, наш основной подход заключается в том, что клиенты для нас всегда стоят на первом месте. We'll find customers in all locations, in all sizes, and as you can see, in all industries. Как вы видите, наши клиенты совершенно разного размера. Это компании, которые представляют совершенно разные сферы жизни и бизнеса, и расположены они тоже в абсолютно разных местах. This is a slide that I stole, as you can see, my Russian is here, stole from my Russian colleagues, and it basically gives the same picture for the Russian market. Это слайд, который я, если позволите так сказать, украл у своих коллег в России. Это ключевые заказчики в России. Слайд сам на русском языке, я-то по-русски не говорю. И вот этот слайд, опять же, отображает ту же самую идею, только уже в российской реальности. In particular, I mean, not only for important customers for the Russian market, but also very important customers for the European, but for Qlik in general. I heard Gazprom Neft talked, and I heard a couple of remarks and questions from Sberbank, which are, as I said, very important customers, not only for Russia, but for Qlik as a company. На этом слайде вы можете увидеть очень важных клиентов, которые являются важными компаниями не только на местном уровне, не только для России, но и для всей Европы. И это и Газпромнефть, и Сбербанк. И вот я слушал ваши вопросы, представителей Сбербанк. Да, это компании, которые важны не только для России, но и для больших территорий. Okay, let me talk about what drives Qlik, what drives our development efforts. Позвольте мне рассказать вам о том, что является движущей силой для развития нашей компании Qlik. Well, we all heard about digital transformation, maybe a little too often already. Наверное, все мы слышали такое понятие, как цифровая трансформация. И даже, наверное, слышим это слово слишком часто. But our customers, or those customers who look into that topic, are using the chance and the possibility to transform their business now, to use data to basically position the company for the future. Наши клиенты используют такие новинки, используют такие изменения для того, чтобы трансформировать свою компанию и использовать данные для развития бизнеса в будущем. It's not only the volume of data that makes this task very complex. It's also the complexity of the data. We're talking about structured data, we're talking about unstructured data. And as you see, how's it working? Yeah, we are here
And in the future, you see the amount of data, how it's growing. And this is a challenge to our industry and to our customers. Сложность работы с данными заключается не только в том, как их получить, но и в том, что сами по себе данные бывают очень сложными. Как вы знаете, бывают структурированные, неструктурированные данные. И если мы просмотрим вот такой путь развития, то сейчас мы находимся вот здесь, на этой кривой, а в будущем данных будет еще больше. И это огромный вызов не только для нас, но и для наших клиентов. But for sure, data will become the fuel, the oil of the new economy, also often being used or referred to as the analytics economy. Конечно, именно данные станут той движущей силой или тем топливом для развития компаний в будущем. И, безусловно, будет использоваться так называемая аналитика данных. So why is that? Data, and that's for sure, is the foundation of the new economy. Итак, первое — данные. Данные — это, безусловно, основа новой экономики. Tools like Qlik, analytics tool, transfer those data into insights. А компании, такие как Qlik или подобные инструменты, трансформируют данные в инсайты. And if you as a company, as an organization have those insights drive the transformation of the business. А если вы, как представители какой-то компании, обладаете такими инсайтами, то вы можете принимать решения, которые полностью трансформируют ваш бизнес. Can you imagine if you have the chance, based on data, to revisit and review your processes? Представьте себе, что благодаря данным у вас есть возможность построить по-другому свои процессы, переосмыслить их. How can you shorten delivery times? Например, как мы можем сократить время поставки? How can you improve your supply chain? Как мы можем улучшить цепочку поставок? If you use data for your custom intelligence, for your CI, how can that help to improve customer loyalty? How can that help to give tailored offers to your customers? Если у вас есть данные по вашей клиентской базе, если вы используете так называемый CI, то вы можете улучшить лояльность ваших клиентов, или при помощи этого вы будете лучше понимать преференции ваших клиентов и таким образом готовить для них специальные предложения. It's not only customer data that the customer provides to you, it's all the data that you gather about the customer, that you find out through the customer's behavior. И я говорю не только о тех данных, которые вы получаете от клиентов, но и о тех данных, которые вы узнаете о клиентах, например, об их предпочтениях, об их поведении. Data today help successful organizations to find new business opportunities, to make decisions about new business opportunities based on real facts. Именно данные помогают успешным организациям сегодня находить новые бизнес-возможности. And one point that's often underestimated is that a good data tool, good insights based on facts, need trust and confidence in your organization. If you don't have that tools, people do not trust the data, and if they don't trust the data, they become irrelevant. И один факт, который люди часто недооценивают, заключается в том, что если у вас есть хорошие данные, которые основаны на фактах, то люди им доверяют. А если люди фактам не доверяют, то такими системами они и не пользуются, и они теряют свою ценность. So here is where Qlik is really going in what drives our effort. We are now in the third phase of BI tools, in the third generation of BI tools. Сейчас мы находимся уже в третьей фазе или в третьем поколении инструментов BI. Some of you may have started with matured first generation, very centralized tools, mainly reporting tools. Наверное, многие из вас начинали с инструментов первого поколения, которые были более централизованными и были созданы для того, чтобы в основном создавать отчеты. The second generation then was decentralized tools, data discovery tools, which Qlik introduced in the mid-90s. Второе поколение — это середина 90-х годов, децентрализованные инструменты. And then the third generation is where we now is about augmented reality, it's about embedded reality, and it's about democratization of data.
И третье поколение — это как раз то поколение, в котором мы находимся сейчас. Это уже децентрализованные инструменты, к которым относятся такие понятия, как демократизация данных, дополненная реальность и данные, присутствующие повсюду. What do you mean by democratization of data? Что я имею в виду под словом демократизация данных? Now you have hundreds of terabytes of data, but can you and your organization find those data and use and leverage those data? В ваших компаниях есть сотни тысяч терабайтов данных, но можете ли вы управлять ими? Можете ли вы их наилучшим образом использовать? So today we're providing tools to manage the data from raw data to insights. So we have tools, and I'll talk about it a little bit more, that prepare the data, that manage the data lakes, and make sure that you all have access to those data. У нас есть специальные инструменты, которые помогают управлять вашими данными, которые превращают ваши сырые данные в инсайты и которые помогают вам управлять так называемыми озерами данных, подготавливают их. We already introduced a lot of technologies when it comes to AI, when it comes to artificial intelligence. У нас также есть очень много технологий, которые связаны с искусственным интеллектом или дополненным интеллектом. And the basis why we're doing that is because we found out that people in the organization do not know how to deal with this data. Почему мы говорим об этом? Потому что мы узнали о том, что многие люди, работающие в компаниях, не знают, как работать с такими данными и что это такое. So the data literacy in organizations is usually very low still. К сожалению, сегодня по-прежнему грамотность в сфере данных у компаний низкая. So that's why we did, as an example, an acquisition of a technology called CrunchBot, which basically interacts with you while you dealing and analyzing your data. Поэтому мы ввели так называемую технологию CrunchBot, если вы о ней слышали. Это технология, которая помогает вам анализировать данные, то есть общается с вами. And the other thing that drives us is data should not be only in some analytics environments. Data should be and are being created everywhere. И еще один важный момент. Данные не должны находиться только в какой-то одной аналитической среде. Они должны создаваться и существовать повсюду. And we develop technologies like Qlik Core, where we strip down Qlik Sense and only have the core of the analytics engine, which we can, as an example, embed into engines, and those engines then provide the data into the data lake or the database or data warehouse that you are running. Поэтому мы создали такой инструмент, как, например, Qlik Core. Qlik Core — это инструмент, который убирает все лишнее, оставляет только основу, оставляет только аналитику данных, передает эту систему, например, каким-то устройствам или машинам, двигателям, а они, в свою очередь, могут передавать эти данные уже в озера данных или в так называемые склады данных. So we want to provide and do provide basically a solution that supports the third generation of business intelligence. Поэтому, по сути, мы создаем инструменты, которые поддерживают третье поколение бизнес-интеллекта. Qlik today is the only vendor, the only BI vendor that can deliver a complete platform around data. Qlik на сегодняшний день является единственным поставщиком, который предлагает вот такие всеобъемлющие решения по бизнес-интеллекту. From raw data Сырые данные to insights. И до инсайтов. We did an acquisition of a company called Attunity, which is now integrated into Qlik. Мы приобрели компанию, которая называется Attunity, и сейчас она интегрирована в Qlik. And what it basically does, it prepares real-time data. It combines different data sources, and it combines those data real-time. Она подготавливает данные и комбинирует разные источники данных в режиме реального времени. Qlik Data Catalyst is a data lake management tool, a data catalog tool, which also helps you to structure your data accordingly. Qlik Data Catalyst — это также инструмент, который позволяет управлять данными в так называемых озерах и структурировать их. And with Qlik Sense, we provide the platform that secures security, governance for your data. И Qlik Sense — это современная платформа аналитики, которая позволяет вам работать с вопросами безопасности.
With that, this is what drives us. We developed the third generation of BI. И вот таким образом я рассказала вам о том, что является движущей силой нашего развития. Мы создаем инструменты третьего поколения бизнес-интеллекта. And Qlik is the only vendor, and I repeat myself, the only vendor today that can provide a solution from raw data, how you manage your data, how you provide your data, to providing you the tool that provides you insights. Qlik, я повторюсь еще раз, на сегодняшний день является единственным поставщиком, который предлагает решения, которые работают с вашими данными на всей цепочке и преобразуют сырые данные в инсайты. In my view, when it comes to digital transformation, we are only at the end of the beginning. Что касается моего мнения, если мы говорим о цифровой трансформации, мы находимся на финальном этапе начального пути. It's going to be a long way. Нас ждет большое путешествие. And the next 7 years will fly also, but the whole industry, the whole economy will run in that direction. Следующие 7 лет, уверен, пролетят так же быстро, но и другие компании, вся экономика и, наверное, весь мир будут также двигаться в этом направлении. Thank you, Спасибо. and I wish you a wonderful day. Thank you. Желаю всем прекрасного дня. Спасибо еще раз. Коллеги, давайте с микрофоном. Спасибо. Олег Савельев, компания Сбербанк. Подскажите, пожалуйста, когда такой продукт, как CrunchBot, появится в продаже? Все просто. CrunchBot, we did acquire in January this year. It is available now in 6 languages, and we started already selling it. So it's already integrated, and we do sell CrunchBot. Now there is no Russian version yet, so you would need to work with the English version at this point in time. CrunchBot — это компания, которую мы приобрели в январе 2019 года. Сейчас программа доступна на 6 языках. Мы уже начали продажи этого инструмента. К сожалению, на русском он пока не доступен, поэтому если хотите им пользоваться, используйте английскую версию. Спасибо. Максим Рыбалка, компания Сбербанк. May I ask in English, please? Could you give us insight about QlikView? Will it move to Linux platform in future? So what we did is, with QlikView is a Windows-based product. What we did with QlikSense, and QlikView is the matured product, QlikSense is the newer technology. We just released the Kubernetes platform. So just a few weeks ago, first time in 26 years in Qlik's history, we could run a solution without any Windows, without Windows Server, without any Windows client. So that is with QlikSense. QlikView, we do not plan to have a version on Kubernetes at this point in time. Thank you. Еще один вопросик задам, позвольте. По поводу QlikView. Есть ли какая-то стратегия развития этого продукта в дальнейшем, хотя бы на горизонте ближайших 5 лет? So yes, we absolutely committed to QlikView. We introduced QlikSense, I think 4 or 5 years ago, and we still have over 25,000 customers on QlikView, which are loyal customers, and we continue to support, maintain, and develop QlikView for. And I cannot give you a date. As long as there are customers out there, we support it. Мы уже ввели систему QlikSense, она существует уже 4-5 лет, но по-прежнему существует более 25 тысяч клиентов, которые пользуются QlikView, и пока они будут ей пользоваться, мы будем эту систему поддерживать и развивать. Но конкретные временные рамки пока вам дать не могу.